Добрый день, уважаемые зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы рассматриваем вопросы миграционного и международного права для украинцев в Евросоюзе. Сегодня 15 июля 2026 год. Произошло важное событие, которое касается миллионов украинцев в Европе. Послы стран Европейского Союза единогласно согласовали продление действия директивы о временной защите еще на 1 год, до 4 марта 2028 года. Сейчас я сделаю детальный обзор всех принятых решений, расскажу о ситуации в целом по Европе и отдельно по Болгарии, а также по многочисленным просьбам дам исчерпывающую информацию о том, как подавать на болгарское гражданство при наличии временной защиты, в том числе по основанию брака с гражданином Болгарии. Информация актуальна на момент записи, но законодательство может меняться, поэтому всегда проверяйте официальные источники, консультируйтесь индивидуально. Итак, хронология продлений временной защиты. Начнем с контекста. Директива о временной защите была впервые активирована Европейским Союзом 4 марта 2022 года в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. Это была беспрецедентная мера, позволившая миллионам людей быстро получить права без индивидуального рассмотрения заявлений на убежище. С тех пор статус продлевался несколько раз, сначала автоматически на год, затем через решение Совета ЕС. К 2026 году мы уже имели продление до марта 2025, 2026 и 2027 годов. И вот сегодня, 15 июля 2026 года, Совет ЕС принял решение о дополнительном продлении до 4 марта 2028 года. Это решение отражает продолжающуюся войну, гуманитарные нужды и запросы Украины. На сегодняшний день под временной защитой в странах ЕС находится около 4,38 миллиона человек. Это огромная цифра, и продление дает людям необходимую стабильность, возможность планировать свою жизнь, работу и будущее. Что сохранится без изменений для тех, кто уже имеет статус временной защиты? Для всех, кто уже получил этот статус до этого решения, продление происходит автоматически. Никаких массовых проверок или аннулирований не предусмотрено. Все ключевые права остаются в полном объеме. Право на легальное проживание в стране ЕС, доступ к рынку труда без дополнительных разрешений, право на жилье и социальную помощь, медицинское обслуживание, образование для детей в школах и детских садах, возможность перемещения по территории ЕС. Это очень важный момент. Текущие бенефициары защищены и могут спокойно продолжать интеграцию. Каковы новые важные ограничения и изменения? Решение содержит нововведения, которые в первую очередь коснутся новых заявителей, начиная с марта 2027 года. Для получения или продления статуса временной защиты потребуется предоставить официальное подтверждение выполнения военных обязательств в Украине. Это может быть соответствующий штамп в паспорте, документ об отсрочке или освобождении от мобилизации. Такое изменение было введено с учетом позиции Украины и стран вроде Польши, которые принимают наибольшее количество беженцев. Цель
этого сбалансировать гуманитарную помощь с нуждами обороны Украины. Мужчины призывного возраста, это люди от 23 до 60 лет, выехавшие без законных оснований, будут сталкиваться с существенными ограничениями при попытке получить новый статус. Для уже защищенных лиц эти правила, как правило, не применяются. Но я рекомендую внимательно отслеживать национальную имплементацию в каждой отдельно взятой стране. Что касается специфики реализации этого продления в Болгарии. Болгария, как полноправный член ЕС, полностью следует общеевропейским решениям. Продление временной защиты до 4 марта 2028 года распространяется и на нее. В 2026 году в Болгарии уже проходила кампания по перерегистрации. Старые регистрационные карты считались действительными до 30 апреля 2026 года, а новые выдавались в Государственном агентстве по делам беженцев, Державна агенция за беженците, или в отдельных подразделениях МВД. С новым продлением ЕС мы ожидаем аналогичную процедуру ближе к 2027 году. Я рекомендую всем, кто находится в Болгарии, своевременно обновлять документы и следить за официальной информацией на сайтах Ukraine.gov.bg и help.unhcr.org Болгария. Болгария остается относительно доступной страной с точки зрения процедур, хотя количество украинцев здесь меньше, чем в Польше или Германии. Теперь о подаче на болгарское гражданство при наличии временной защиты. Это один из самых востребованных вопросов. Временная защита сама по себе не предоставляет автоматического или ускоренного права на болгарское гражданство. Это временный статус, который не приравнивается к постоянному виду на жительство и не запускает специальные программы натурализации для украинцев. Однако наличие временной защиты дает легальное основание для пребывания в стране, что является важным шагом на пути к долгосрочной легализации и в перспективе гражданству. Вот основные пути. Первый. Общий порядок натурализации обычно требуется не менее 5 лет непрерывного легального проживания в Болгарии. Временная защита может засчитываться в этот срок как легальное пребывание. Необходимо продемонстрировать интеграцию, знание болгарского языка, отсутствие судимости, стабильный доход, жилье и так далее. Через гуманитарный статус это другой путь. После соответствующих решений европейских судов в 2025 году у многих украинцев с ТЗП появилась возможность перейти на гуманитарный вид на жительство, который ближе к постоянному и облегчает дальнейшие шаги. Отдельный и один из самых популярных путей – это подача на гражданство по основанию брака с гражданином Болгарии. Если вы состоите в официальном браке с гражданином или гражданкой Болгарии, то процедура значительно упрощается и ускоряется по сравнению с общим порядком. Подробная информация о том, как это работает при наличии временной защиты. Что касается условий, брак должен быть официально зарегистрирован в Болгарии или за рубежом с последующей легализацией. Минимальный срок совместного проживания обычно составляет 3 года.
В некоторых случаях может быть сокращен при наличии общих детей или других уважительных обстоятельств. Точная длительность зависит от конкретных обстоятельств и текущей практики Министерства юстиции Болгарии. Какова роль временной защиты? ТЗП не препятствует подаче, наоборот, она подтверждает ваше легальное пребывание в стране. Вы можете одновременно иметь статус временной защиты и подавать документы на гражданство по браку. Необходимые документы. Это примерный сейчас список, я оглашу. Актуальный вы, пожалуйста, уточняйте на момент подачи. Итак, заявление по установленной форме, действующий паспорт Украины, регистрационная карта временной защиты, свидетельство о браке с апостолем или переведенное на болгарский язык, если заключено за пределами Болгарии, документы, подтверждающие совместное проживание, договор аренды, коммунальные счета, свидетельские показания и так далее, справка об отсутствии судимости из Украины и Болгарии, документы, подтверждающие знание болгарского языка, сертификат или экзамен, медицинская справка, доказательство стабильного дохода вашего или супруга, фотографии и другие стандартные документы. Куда подавать заявление о гражданстве? Документы эти подаются в Министерство юстиции Болгарии, в соответствующий департамент по гражданству или даже через территориальные администрации. Процедура включает проверку документов, собеседование и принятие решения. Срок рассмотрения может составлять от нескольких месяцев до года и более. Каковы преимущества получения гражданства по браку? Во-первых, сокращенные сроки проживания, упрощенное требование к интеграции. После получения гражданства вы становитесь полноправным гражданином ЕС со всеми правами, включая свободное передвижение и работу по всему Союзу. Важные нюансы. Брак не должен быть фиктивным. Это тщательно проверяется. Если брак заключен недавно, потребуется больше доказательств реальных отношений. Временная защита не отменяется автоматически при подаче на гражданство, но после получения гражданства статус ТЗП теряет смысл. Я рекомендую начинать подготовку документов заблаговременно, собрать доказательную базу совместной жизни, выучить язык, проконсультироваться с юристом, чтобы избежать отказов. Друзья, временная защита – это прекрасный инструмент для текущей стабильности, но она по определению временная. Не стоит полагаться только на нее. Уже сейчас начинайте думать о долгосрочных вариантах: работа, бизнес, обучение, брак или поиск корней. Если ваша ситуация сложная, особенно с мобилизационными вопросами, отказом в продлении или планами по гражданству, обращайтесь ко мне за индивидуальной консультацией. Каждая история уникальна, и правильная стратегия может сильно повлиять на результат. Если у вас остались вопросы по Болгарии, другим странам ЕС, подаче документов или конкретным случаям, пишите в комментариях под этим видео. Я обязательно сделаю дополнительные разборы. Ставьте лайк, если обзор был для вас полезен, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие правовые обновления. Делитесь этим видео с теми, кому это может быть важно. Берегите себя, своих близких. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч в следующих видео.